раз настоящую грузинскую чачу 80 градусов. С утра, говорят, ее надо пить натощак. Давай. О. Ну да, вот так вот чувствуется. Хозяин говорит, что когда я даю... Кстати, не подумайте ничего плохого, но хлопнуть стопочку-другую чачи с утра у грузин считается хорошим началом дня. И действительно, это придает на весь день заряд бодрости и положительного настроения, как если бы я выпил стакан кофе. Надегустировавшись домашней чачи, едем смотреть наш первый в Самегрело объект – монастырь Чкандиди. Монастырь древний, как и почти все в Грузии. Его основание датируется концом 7 века. Название монастыря происходит от словосочетания мигрельских слов «чкони» и «диди», что означает «большой дуб». К сожалению, в первозданном облике собор Успения Богородицы до наших дней не дошел, поскольку монастырь подвергался в 8 веке арабскому завоеванию и позже был перестроен. Впоследствии собор стал культурно-образовательным центром. Здесь было написано множество книг, среди которых было и большое число переводных на мигрельский язык изданий. В монастыре царит спокойная, умиротворяющая атмосфера. Очень много зелени и цветов, и здесь можно приятно провести минут 20 своего времени. Обязательно стоит заглянуть внутрь собора. На больших, окованных медью дверях символически изображен апостол Петр с ключами от христианского рая. Далее открывается привычная для грузинских храмов обстановка. Неф, украшенный древними фресками, дубовый трон для католикоса Грузии. В церкви, кстати, похоронена княжна Екатерина Чевчевадзе, правительница Мигрелии. Эта женщина известна своей выдающейся смелостью и непреклонностью. Когда турецкие войска заняли большую часть Мигрелии, несмотря на помощь российской армии, Амер Лютфи Паша предложил княжне перейти под протекторат Османской империи. Екатерина Александровна отвергла это предложение, собрала армию и возглавила сопротивление против турок, сохранив преданность российскому императору. После Чкандиди мы посещаем Мартвельский каньон. Здесь вы можете взять на прокат лодку, чтобы проплыть вдоль реки и полюбоваться красивыми видами на каньон, открывающимися снизу. Даже в самую знойную погоду здесь вас будет ожидать приятная прохлада, которая исходит от воды и тени, ложащейся на реку от высоких порогов. По времени прокатиться на лодке туда-обратно займет около получаса, но из-за вау-эффекта кажется, что все катание на лодке занимает не более 5 минут. Настолько здесь красивая и умиротворяющая атмосфера. Особенно это место придется по вкусу тем туристам, которые утомятся за время продолжительного путешествия по Грузии от посещения различных монастырей. Тут они смогут разнообразить свои впечатления.
Место само по себе очень красивое. Белые скалы поднимаются вертикально вверх на высоту 20-40 метров. Чистейшая вода, в которой шныряют рыбки, водопады, зелень и живописные изгибы реки. Некоторое время назад палеонтологи обнаружили в этом месте следы динозавров. Это новая долина мезозойской эры верхнего мелового периода. Окаменелым останкам около 75 миллионов лет. 90% следов принадлежат травоядным динозаврам небольших размеров, а 10% хищники. Следующее место, которое мы посещаем, это еще один каньон. Как сообщает мне путеводитель, этот каньон является крупнейшей достопримечательностью Иметии. Представляет он собой 3-километровый каньон глубиной порядка 50 метров. У входа вы можете увидеть макет, в котором как на ладони представлено то, что вам только предстоит еще увидеть. До каньона ведет довольно внушительная тропинка, по которой пешочком идти примерно полчаса. Сейчас дорога кажется легкой, по пути встречаются представители домашней фауны. Однако, поверьте мне, обратный путь будет для вас гораздо труднее. Именно поэтому ушлые таксисты в конце предлагают уставшим туристам свои услуги по астрономической цене в 60 лари. Прежде всего, планируйте поездку, чтобы не попасть в разгар жары. Дорожка от инфоцентра до каньона 2 с лишним километра вверх-вниз. По жаре тяжелое испытание даже для подготовленных. Прогулка над каньоном захватывает дух. Высота и кажущийся хлипким металлический мостик могут вызвать головокружение. Особенно обзорная площадка, к краю которой мне, штурману авиации и парашютисту, подходить было боязно. Но виды там потрясающие. До середины каньона построили подвесной металлический мост, пройтись по которому одно сплошное удовольствие и экстрим. Геладский монастырь предстал перед нами в процессе реконструкции, частично закрытый каркасом строительных вышек. У входа, но за территорией монастыря, как водится, малый бизнес предлагает туристам различные сувениры. С конца 19 века на территории монастыря ведутся археологические раскопки. Скорее всего, перед нами руины древней трапезной с несколькими тонне для выпекания хлеба. Но чем же знаменит этот монастырь, что до сих пор привлекает к себе внимание ученых и археологов? Прежде всего, строительство Гелати связано с уже знакомым нам Давидом Строителем. В 1104 году этот царь присоединил Кахетию и в честь столь важного события заложил в Имеретии Геладский монастырь. Чтобы вы понимали, насколько большой была Грузия к концу правления этого царя, я подготовил для вас карту с наложением границ грузинского царства времен этого царя на границы современной Грузии. Уж какая там Абхазия с Осетией, которые уже в 13 веке давно были грузинскими территориями. Если в состав Грузии входила большая часть современного Азербайджана, солидные территории, принадлежащие ныне Турции, и целиком вся Армения. Одним словом, Давид Строитель не просто так считается в Грузии величайшей исторической фигурой и символом этой страны. И именно здесь, в Геладском монастыре, находится захоронение этого выдающегося правителя. Геладский монастырь был центром просвещения. Здесь располагалась большая академия. Сегодня можно посетить вместительную аудиторию и попытаться представить себе, как проходили здесь занятия. Преподаватель вставал в центре зала, да, именно на этом самом месте, и благодаря правильно рассчитанной акустике его прекрасно было слышно из любой точки лектория. В академии переписывались рукописи, а также велись регулярные наблюдения за звездным небом. Сегодня от всего этого
остались лишь воспоминания. Следующий монастырь не менее интересный. Это Мацамета, которая находится всего в 3 километрах от Геладского монастыря. Мацамета располагается на возвышенности рядом с очередным красивым каньоном. История монастыря датируется XI веком. Название можно перевести как «монастырь мучеников». И опять же, исторический объект отсылает нас к непростым временам грузинской истории, а именно к VIII веку, к периоду арабского завоевания Грузии. Назван монастырь в честь 2 братьев, грузинских князей Давида и Константина, армии которых были разбиты неприятелем, а сами они были подвергнуты страшным пыткам и затем убиты. В XI веке царь Баграт III решил почтить память героических предков и основал на этом месте монастырь Мацамета. Внутри церкви обстановка разительно отличается от привычной общегрузинской. Сразу же бросается в глаза отсутствие древних фресок и убранство, больше напоминающее наши российские храмы. Тут же находятся и мощи святых братьев, не отрекшихся от родной веры ради спасения собственных жизней. Считается, что под ними необходимо пролезть 3 раза. Это на счастье. Удивительно, но в период нашего посещения Грузии по всей стране мы встречали огромное количество венчающихся пар. Вот и в этот раз я стал свидетелем этой торжественной церемонии. Правда, венчающимися сейчас оказалась пара молдаван. Шумной гурьбой, с цветами, с корзинами, с вином и иконами эти люди заходят в монастырский храм, наполняя строгую атмосферу священного места суетой и праздничным настроением. Сразу случается конфуз. Священник, который выходит венчать пару, отказывается это делать. Дескать, не положено по грузинским традициям ставить перед алтарем корзины с вином и подарками. Но родственникам венчающихся все-таки удается уговорить упрямого священника обвенчать пару по молдавским православным традициям. Обряд венчания длится примерно минут 20. Начинается церемония с того, что священник передает венчающимся огонь. Это символическая передача божественной благодати, которая будет пребывать в браке, сохраняя любовь и согласие между супругами. Затем произносится молитва, которой прославляется Бог и которая призывает благословение, мир и согласие в будущую семью. Пожилые люди, как правило, сохраняют чопорную серьезность на лицах. Гости же помоложе относятся к церемонии как к прихоти родителей и явно скучают в предвкушении свадебного застолья и танцев. Кольца, одеваемые священником, представляют из себя древнюю форму брачного договора. Влюбленные связаны друг с другом взаимными обязательствами. Они принадлежат друг другу, они отдали себя друг другу. В IV веке входят в употребление брачные венцы, возлагаемые на головы брачующихся. Сначала это были венки из цветов, позже же их стали изготавливать из металла, придавая форму царской короны. Они знаменуют собой победу над страстями и напоминают о царском достоинстве первой человеческой четы – Адама и Евы. Одним словом, нам довелось присутствовать на красивой и очень интересной церемонии. Но пора ехать дальше. Впереди нас ждет еще много интересного.
пластмассовых динозавра и 1 гипсовый скелет. Гиды отказываются говорить по-русски, даже если вся группа русскоязычных армян, там, украинцев и так далее, только по-грузински и английски. Группы большие, у гида никакой аппаратуры, ничего не слышно. Были в августе 2016-го. Поразило отношение. Сначала нам продали билеты и сказали подождать экскурсовода русскоговорящего. Мы ждали послушно минут 20. Потом на территории парка экскурсовод сказал, что не будет разговаривать на русском языке, выказывая ненависть и неприязнь. Не став отвечать хамством на хамство, мы просто ушли и посмотрели в парке что-то сами. Заповедник посвящен динозаврам, когда-то тут обитавшим. Если быть честным, а именно в этом и заключается миссия этой передачи, то место это к посещению я не рекомендую. Смотреть не на что. Динозавры из полирезины и гид, который о чем-то рассказывает со скучающим видом. Мониторинг качества объекта в интернете выявил негативные отзывы туристов и жалобы на гидов, однако по своему опыту могу сказать, что я не сталкивался с каким-то русофобным отношением к себе. Если предыдущее место мне лично не понравилось, то следующий объект я вам настоятельно рекомендую к посещению. Называется он пещера Прометея и находится совсем рядом с заповедником. Очень красивая пещера с огромными сталактитами и сталагмитами разных цветов. В данном случае вмешательство человека пошло ей на пользу. Залы и коридоры украшены подсветкой, играет классическая музыка, в пещере великолепная акустика. Все вместе выглядит очень величественно. Также гостей катают на лодке по подземному озеру, но в мой приезд в зале с озером, к сожалению, был ремонт. Но все равно пещера очень понравилась. Можно заказать как русскоязычную, так и англоязычную экскурсию. Также есть аудиогид. Первоначально пещера называлась Кумистави. Она была открыта еще в советское время, в 1983 году, во время экспедиции с спелеологами Института географии. Спустя 2 года, в 1989, пещеру начали готовить к открытию для туристов, но затем проект внезапно заморозили. В 90-е было уже не до этого. Открыли пещеру только в 2011 году, благодаря президенту Саакашвили, который и назвал ее пещерой Прометея в честь известного мифологического героя. Вот вам маленький лайфхак от нашей программы. Если попадете сюда, рекомендую отстать от группы и побродить самостоятельно. Без шумной толпы пещера наполняется какой-то магнетической, волшебной атмосферой тишины и уединения. Постараюсь передать ее вам через экран монитора, если, конечно, получится. Вниманию влюбленных! Один из залов пещеры можно арендовать для проведения свадебной церемонии. Вниманию экстремалов! Через туристический центр пещеры Прометея можно официально заказать экстремальную экскурсию в необорудованную пещеру Милаури. Это что-то невероятное! Обязательно попробуйте! В заключение нашего обзора Имеретии все-таки пару слов надо сказать и о Кутаиси. К вечеру второго дня мы завершили наше путешествие по Имеретии посещением храма Баграта. Отсюда, со смотровой площадки, открывается прекрасный вид на столицу этого грузинского региона – город Кутаиси. Строительство этого храма началось по желанию Баграта III, именно поэтому храм и назван в его честь. Храм простоял более 500 лет. В
1089 году в его стенах был коронован Давид-строитель. И только в 1691 году храм был взорван турками, занявшими город. Спустя 2,5 столетия руины храма законсервировали. Однако в 2010 году Саакашвили захотел полностью воссоздать храм в первоначальном облике. ЮНЕСКО, которая финансирует содержание исторических объектов, включенных в список всемирного наследия, выступила резко против. Произошел конфликт, который грузинским властям совместно с патриархией удалось урегулировать. И благодаря этому реконструкция храма завершилась к 2013 году. Внутри храм великолепен. Он как бы вытянут вверх, и поражаешься, созерцая высоту этого сооружения. Особенно, когда осознаешь, что в XI веке не было строительной техники и современных компьютерных технологий. Автор видео по-прежнему выражает признательность Сулхану Саджаю за великолепно проделанную работу и рекомендует его в качестве надежного проводника по Грузии.